Вход в знаменитую соборную мечеть Петербурга для тех, кто пришел не для совершения намаза, теперь по билетам. У желающих посетить культовое здание в целях посмотреть Божий дом и познакомиться с исламской культурой стали требовать деньги. Об этом в социальных сетях написал исламовед и писатель Ринат Бекин, который побывал там на днях вместе со знакомым журналистом, пишет телеграм-канал «Нерусский». По его словам, цитата, «Едва он переступил порог, как угрюмая вохра приказала немедленно отступить и идти в магазин. За вход в исламскую святыню потребовали 300 рублей. Кроме этого, на разных туристических сайтах частные гиды предлагают экскурсии по мечети за 700-750 рублей. Экскурсоводы обещают познакомиться с исламской культурой и архитектурой, помочь разгадать так называемые символы и рассказать историю мечети. Соборная мечеть Санкт-Петербурга – крупнейшая в европейской части бывшей Российской империи. Она была построена на деньги эмира Бухарского и открыта в ходе празднования 300-летия правления Романовых в 1913-м. С 1977 года мечеть находилась под контролем семьи Панчаевых. В 90-е и нулевые вокруг мечети разгорелся скандал, так как в здании верующих пускали только на несколько намазов в день. В совокупности 1,5 часа. Остальное время его держали закрытым, чтобы, как утверждалось, не распространялся ваххабизм. Из-за этого мечеть прозвали запретной. Нужно отметить, что в исламе не существует практики взимания платы за посещение действующих мечетей. Такое можно встретить только в отношении культовых сооружений, превращенных в музеи, в немусульманских странах. Мусульмане максимально стараются донести всю красоту ислама, и мечети в этой связи служат прекрасной площадкой. Самым ярким примером является отмена платы за вход в знаменитую Айя Софию, сразу же после возвращения ей статуса мечети, после того, как десятки лет она функционировала как музей. Примечательно, что недавно здесь принял ислам турист из России. Первое в мире смарт-кольцо Кибла может стать твоим помощником. Счетчик зикров, часы и регулярное напоминание о времени намаза. Все это собрано в компактном, стильном аксессуаре. Мусульманину, часто поминающему Создателя, уготованы лучшие блага. Так говорится в хадисах и священном Коране. Переходи по ссылке в описании и получи скидку 10% на первую покупку.